Пазлы. В современном обществе, пожалуй, невозможно найти человека, который хотя бы раз в жизни не собирал эти цветные картинки или хотя бы не слышал о таком развлечении. Но возникает вопрос, как человеку пришло в голову разрезать лист с изображением на маленькие кусочки для того, чтобы заново собирать ту же самую картинку? Изобретателем пазлов принято считать члена Королевского географического общества Джона Спилсбери. Примерно в 1760 году в Лондоне с целью разнообразить уроки географии для своих учеников он распилил черно-белую бумажную географическую карту, предварительно наклеенную на деревянную основу по линиям границ. Для повышения интереса к географии ученикам предлагалось сложить вместе отдельные кусочки карты. На карте Спилсбери были представлены Евразия, Северная и Южная Америка, Африка. Не хватало лишь не вполне изученной к тому времени Австралии и открытой только в XIX веке Антарктиды. Это и были самые первые пазлы. Позже Джон Спилсбери получает патент на свое изобретение и открывает торговлю деревянными пазлами. Магазин он называет «Картографы и резатели карт на дереве». И его порезанные на фрагменты деревянные карты становятся новым учебным пособием по географии. До 1820-х годов пазлы использовались как учебное пособие, причем подходившие друг к другу части картинок не сцепляли, как в наши дни, а просто клали на основу. Чуть позже в Америке нашла широкое распространение штамповка по картону. Это дало возможность сделать пазлы доступными не только самым обеспеченным слоям населения. Рост популярности во многих странах по всему миру стал поистине грандиозным. Появление цветных изображений его только ускорило еще больше. Пазлы выросли из исключительно обучающего пособия и окончательно закрепили за собой славу интересной развлекательной игры. Важную роль в развитии картонных пазлов сыграла американская компания Parker Brothers. В 1908 году они выпустили коллекцию «Досуг», ставшую очень популярной благодаря введению некоторых новшеств. Во-первых, Parker Brothers придумали фигурные детали, которые намного лучше стыковались между собой. Во-вторых, предложили собирать художественные репродукции. По-настоящему пазломания охватила Америку во времена Великой депрессии. Трудно поверить, но факт, что в безработной Америке продажи пазлов достигли астрономических цифр – $10 миллионов в неделю. В 1932 году увлечение пазлами становится явлением национального масштаба. Производителям приглянулась идея выпускать еженедельный тематический пазл и устраивать конкурс среди любителей головоломок. Имена самых быстрых и сообразительных появлялись в воскресных выпусках газет. Нет, в Советском Союзе пазлы не выпускались. Причем интересно знать, что в дореволюционной России они были. В то время их называли на немецкий манер «пузеля». Пузеля состояли не более чем из 100 деталей и были очень модным салонным развлечением среди высшего сословия. Об этом писал в своем романе «Защита Лужина» Михаил Набоков. В 50-х годах 20-го столетия увлечение пазлами вспыхнуло с новой силой благодаря во многом немецкой компании Ravensburger. Именно она стала предлагать любителям пазлов большие головоломки с количеством деталей от 1000 до 5000, на собирание которых могло потребоваться от нескольких дней до полугода. Самый большой пазл компании вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Классическая карта пазла Ravensburger насчитывает 32 256 элементов. В настоящее время существует большое количество различных видов и модификаций пазлов. Пазлы делятся по размеру элементов и по размеру единой картины. Классическое количество элементов в маленьком пазле 54. Пазлы примерно до 260 элементов считаются детскими. Пазлы с количеством элементов, превышающим 260, ориентированы больше на взрослую аудиторию. Помимо классических, существуют трехмерные 3D-пазлы, мягкие, предназначенные для детей, и компьютерные пазлы. А пока на этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!